And then she decided to write her PhD on that topic. И тогда она решила писать свою кандидатскую на эту тему. So she took people who were Vietnam veterans. Do you know what Vietnam? И она взяла в качестве клиентов ветеранов Вьетнамской войны, who suffered from PTSD, которые переживали посттравматический синдром, and women who were sexually assaulted who suffered from PTSD. И также женщина, которая также была травмирована, насилие было, и она тоже переживала посттравматический. And she used a method called EMD. И она использовала метод, который называется EMD, which is eye movement desensitization. который называется метод десенсилизации с помощью движений глаз. Because at that time she assumed that what was happening is that the movement of the eyes from side to side brought desensitization of difficult emotions. То есть и к чему она пришла на тот момент, что как раз движения глаз, они десенсилизируют тяжелые переживания, тяжелые мысли. Later on she found out that other things were happening. И потом она также уже поняла, что еще какие-то вещи происходят помимо этого. And then she published her dissertation, which was the first study regarding EMDR. И потом она написала и издала вот первую статью, первую работу, посвященную IDM. While the method began with just using eye movements, и метод начался только с движений глаз. Which means that Shapiro and her students would sit vis-a-vis their clients. То есть и Шапира, и ее студенты, они просто сидели и работали с клиентами. For example, Svetlana would be my client. Например, вот я клиент. And I would ask her to look at my hand. И он просит меня смотреть на руку. And then follow with her eyes from side to side. И потом следовать за его рукой глазами, из стороны в сторону, когда он будет рукой. Okay. But within a few years and some experience that was gained, и через несколько лет, когда проводились разные опыты, Shapiro and her students found out that they could get the same results. Они поняли, что они могут достичь тех же результатов. In addition to visual stimulation, вдобавок вот к визуальному раздражителю, стимулу, we could also use auditory stimulation. Мы также можем использовать слуховые сигналы, Like that. Например, вот такие щелчки. Or tactile stimulation. Или тактильные стимулы, раздражители. Doing this, for example. Например, вот так стуча по плечу. So they understood that it's not really moving the eyes. И они поняли, что на самом деле это связано не только с движением глаз. But it's the idea of stimulating the two hemispheres of the brain. Идея заключается в том, как стимулировать два полушария мозга. So moving the attention from side to side, from left to right. Переводя внимание из одного полушария в другой, слева направо, справа налево. The focus of EMDR from the beginning И фокус этой техники EMDR с самого начала заключалась has been on memory. В памяти, в работе с памятью. And the theory that we use in order to explain EMDR and to explain why it's working И теория, которая объясняет нам, почему этот метод эффективен и он работает, is the theory of the adaptive information processing model. Это модель Adaptive information processing. Процесс адаптирования информации. Now, what we are suggesting Что мы предлагаем? Is that each one of us has inside in the brain То есть, что у каждого из нас внутри мозга a system that takes in enormous amounts of information that we notice every day. То есть наш мозг
поступает огромное количество различной информации. And Она поступает у нас каждый день. And that this system processes the information. И вот эта система, она приводит вот эту информацию в какой-то процесс. Now, обрабатывает эту информацию. Now, this system, just like the rest of our bodies, is adaptive, meaning that it is trying to do the best work for our survival. И эта система, как и все системы нашего организма, она адаптивна, то есть она старается работать на нас, чтобы нам было лучше. So, from the endless amounts of information that we encounter every day, то есть из того бесконечного потока информации, который обрушивается на нас каждый день, the brain is learning what is useful for us. Мозг, он выбирает, что полезно для человека. Now, the brain processes information all the time. И мозг все время перерабатывает информацию. But it does quite a bit of work when we're asleep. И он также совершает небольшую работу, даже когда мы спим. Do you know in which part of the sleep cycle a lot of information is being processed? Вы знаете, в какой части сна, когда мы спим, перерабатывается максимальный объем информации? В какой? In the phase of weak sleep? REM sleep. REM sleep. sleep. What else is happening during REM sleep? А что еще происходит в этой фазе? Repeat eye movement. Huh. Surprise. Удивительно. Okay, so maybe there's some connection То есть, возможно, здесь есть какая-то связь between processing of information между and movements of eyes. обработкой информации и движением глаз. Could be. Возможно, Maybe. что это так. Okay, so we all know that during REM sleep we dream. То есть мы же знаем, что в фазе быстрого сна мы также нам что-то снится. That's the sexy part. Это такая. You know, it's yeah, like it's famous, everybody knows about it, Ну, etc. то есть все об этом знают. But the important thing that happens during REM sleep Но что важно, is the processing of information. что происходит в фазе быстрого сна, это переработка информации. So all the students in the room, И все студенты в зале, it's important to sleep before you have an exam. для вас очень важно спать перед экзаменом. Okay. It's true. Это правда. Because that's when we kind of suck in all the information so we could do a really good exam the following day. Потому что именно в это время мы впитываем в себя всю информацию, которую мы выучили, и вы можете ее. So the adaptive information processing system is a wonderful, wonderful system. То есть вот эта система адаптированной переработки информации, она очень замечательная. That enables all of us to grow and learn and develop throughout our lives. Она позволяет нам расти, развиваться, узнавать что-то новое в течение всей нашей жизни. Especially when we're young. Особенно когда мы были маленькими. But even dinosaurs like myself continue learning. Но даже такие динозавры, как я, продолжают чему-то учиться. Okay, it's really a never-ending То process. есть это действительно бесконечный процесс. And it works every day. И он работает каждый день. And 99% of the time, maybe 99.999% of the time, it does its job perfectly. И в 99%, даже можно сказать 99,999, он работает, совершает эту работу идеально. For example, Например, we all, learn as children то есть, that streets can be quite dangerous. то есть все мы, когда еще мы дети, мы учимся и узнаем о том, что дорога это опасно. Okay, so we come to a road, we look around to see whether there's a
car coming or something like that. И когда мы подходим к краю дороги, мы всегда смотрим по сторонам, не едет ли машина. Most of us learn, for example, to be nice to other people. Некоторые обучаются тому, что нужно быть вежливыми, приветливыми с людьми. All of us learn how to speak, Мы все научаемся говорить, etc., etc., etc. ну и так далее. But you know, there are some people who learn negative things about themselves or about the world. Но некоторые люди, они также учатся, учатся каким-то негативному отношению к себе, узнают что-то негативное об окружающем мире. I'm sure there's no one in the room that has that kind of thought. То есть я уверен, что ни у одного из вас нет этих негативных мыслей. But some people in faraway lands, Ну, у каких-то людей где-то далеко-далеко, for example, walk around with a feeling like they're not good enough. то есть они, как вот эти люди, ходят и вот думают, что я недостаточно хорош, They're not smart enough. я недостаточно умен, They are bad people. или вот я плохой человек. Some people in faraway lands walk around with feelings of guilt regarding certain things. И вот какой-то человек где-то далеко-далеко вот идет и ходит и испытывает чувство вины за что-то. I'm sure you never met people like Я that. уверен, что вы никогда не встречали таких But trust me, людей. they exist far away. Но поверьте мне, что они где-то далеко существуют. So immediately comes up the question, if this adaptive system is so good, so adaptive, how come people learn negative things about themselves? Тогда возникает вопрос, если эта адаптивная система обработки информации работает так идеально и совершенно, откуда возникают эти негативные мысли? And what we suggest is that this wonderful system, the adaptive information processing system, sometimes, very rarely, but sometimes, doesn't work well. И у нас возникает предположение, что вот эта идеальная, уникальная система, она иногда по каким-то причинам работает не очень хорошо. То есть какие-то там... So, for example, I had a fight with my friend yesterday. Например, вчера я вот поругался с другом, подрался, может быть. And as part of this fight, he said some nasty things about me. И вот во время нашей ссоры он сказал какие-то очень мерзкие, неприятные вещи обо мне. Okay? I assume that also happens in Russia from time to time. Я думаю, что такое происходит и в России иногда. And I was quite upset by that. И я очень расстроился по этому I поводу. wasn't happy at all. Я совсем был этому не рад. And, you know, that night I went home И я вечером пошел домой, and I said, you know, you wouldn't believe what this guy said or did. и я сказала, да ты даже не поверишь, что сказал мне тот парень. And that night I dreamt about it. И мне снились сны об этом. And the next morning, what do you say? Did I feel worse, better, or the same? А на следующее утро, как вы думаете, как я себя чувствовал? Лучше, хуже или так же? How many people say I felt worse? Сколько считают, что я чувствовал себя хуже? Мне было Okay. хуже. And how many people say I felt better? А кто считает, что мне было лучше с утра? Okay. Now, in most cases, it's not that the people who said worse are totally not true, because sometimes it does happen, but in most cases, I would feel better the next morning. В большинстве случаев все-таки с утра получше нам, да, и я не могу сказать, что те, кто сказал, что будет хуже, не правы, но в большинстве случаев происходит все-таки. Now, a week has passed. Прошла неделя, I woke up in the morning. я проснулся с утра, Two possibilities. и две возможности. I'm still thinking about it, Я продолжаю думать об этом, or I totally forgot about it. или я совершенно забываю, Who или said- забыл об этом. Who says I'm still thinking about it a Кто lot? из вас считает, что я продолжаю много об этом думать? Okay? And who says I'm thinking about other things? I don't care about it А кто anymore. считает, что мне уже все равно, я уже думаю о чем-то другом?